Я приветствую вас, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз. Март 2025 года. Что откроется? Что прояснится в марте месяце? Секреты марта и ключи судьбы. Давайте рассмотрим, чему нужно уделить внимание. И, конечно, будем добрее самим себе. Будем милосерднее, мои дорогие. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И давайте попробуем через карты Таро рассмотреть один из альтернативных, может быть, тысячи таких альтернативных вариантов, и с позиции позитивной психологии. Будем в то же время реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Я часто об этом повторяю. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и все же какие-то подсказки вы получите. Или, слушая наш прогноз, рассматривая карты, их значения, вы сможете рассмотреть какую-то свою ситуацию с иного ракурса. Помним, основная задача на 2025 год – адаптироваться к какой-то ситуации и где-то провести, может быть, новую организацию своей жизни. Итак, что мы будем с вами рассматривать? Если мы с вами сказали о ключах судьбы и о том спросили, что же откроется, что прояснится, давайте мы знаки судьбы или ключи судьбы как три карты достанем и спросим, чему, по мнению карт, нужно уделить внимание, пристальное внимание в марте. В чем эти ключи судьбы? Достанем три карты. Далее. Что откроется? Что прояснится? Достанем две карты. С чем это будет связано? И вот такой новый нюанс в нашем раскладе. Исполнится ли задуманное? Или сумеете ли вы осуществить вашу мечту? Может быть, это не что-то глобальное, а просто, ну, как какая-то ваша идея реализовать свое желание. Может быть, и так. И вы уже какое-то время движетесь в этом направлении. Вот будет два варианта. Вы можете по одному варианту, это как у нас, как в раскладе получается, или расклад в прогнозе. Исполнится ли ваше желание? Вы можете два желания загадать. И мы раскроем эти карты, насколько продуктивными будут продвижение ваших желаний в марте месяце. И можете загадать и одно что-то выбрать. Все зависит от того, что вы, какие планы перед собой строите. Мы достанем карту неожиданности, с чем вы можете столкнуться. Сфера денег, работы и достижений. Все же посмотрим энергии, любовь и личная жизнь. Давайте мы с вами раскроем, что же за ключи судьбы или чему вам нужно уделить пристальное внимание. На кону что-то важное, императрица. И это старший аркан. Это в целом ваше благополучие, новое качество жизни. Здесь все вопросы важны. И вопросы денег, безусловно, вашего здоровья, вашего имиджа. Всему нужно уделять внимание. Вашего места проживания, ваших личных контактов. Где-то достижения тоже будут важны. Поэтому, с одной стороны, вроде бы аркан императрицы, личная жизнь, да, и у кого-то может проиграться на кону смена статуса через личную жизнь. Но у кого-то это смена статуса через имидж, через ваше творчество, через ваши новые какие-то свершения, которые вы можете планировать. Потому что чем отличается императрица? Она очень плодовита. И у кого-то, мои дорогие девочки, кстати, карта может говорить, я жду ребенка, ну, перекладывайте на себя, сообразно возрасту и тому, что вы задумали для себя. Но у кого-то именно так. И вам придется и свой быт организовывать, за собой больше смотреть. Но императрица плодовита еще и на какие-то проекты, и у кого-то проиграется творческий проект, то, что вы хотите воссоздать в жизни. И вот ключи судьбы. Поставь перед собой план или прочувствуй, визуализируй, ну, какое-то доброе будущее для себя. И поверь, наши желания имеют свойство сбываться, если мы думаем об этом каждый день. Пусть мы на какой-то период не видим выхода или как это осуществить, но если это жива в нас мечта, или какая-то идея. Со временем мы найдем 1001 способ, чтобы это осуществить. Верьте в себя, мои дорогие овны. Но здесь еще о чем нам говорит карта. Придется договариваться, потому что императрица
Она ставит перед собой планы и намерения какие-то, безусловно, цели у нее есть, но она больше в добрых энергиях, со всеми договариваться, быть дипломатом. Через общение будут решаться многие ваши вопросы, помните об этом. И поэтому где-то лояльность к миру, ну и осторожность в то же время, потому что императрица себе никогда не навредит. Но если следует какой-то почетный компромисс принять, ну, она это тоже рассмотрит. Что же еще за ключи судьбы? Ну, тут правда. Все то, что я сказала по аркану императрицы, десятка пентаклей, подтверждает и вопросы денег, и вопросы дома, и вопросы вашей семьи для тех, кто сейчас в паре. И будь то эта семья сама по себе, или, может быть, какая-то дружба была, у кого-то будет проигрываться, так была дружба, а теперь мы рассматриваем, чтобы жить вместе, и все вопросы, все, что с этим связано, вы будете детализированно уже как и изучать или уделять этому внимание, организовывать, мои дорогие, жизнь свою по-новому. Ну, а кто-то получает деньги, может быть, которые задерживались. Ведь карта императрица– это сильная позиция. Ключи судьбы тут сама по себе. Судьба вам, как, знаете, открывает пространство. Перед вами нет ничего невозможного. Очень символично. Смотри в будущее. Тройка жезлов. Карта будущего. Где-то карта говорит о том, что мы можем, ну, некоторую паузу. Именно вы можете какую-то паузу сделать для того, чтобы, ну, не для глубокой философии на мелком месте. Нет. Обратите внимание, девушка с серфингом стоит на берегу, она ждет волну, она уже готова практически отправиться, она повернулась спиной к прошлому, но, видимо, обдумывает, все ли она взяла с собой или какие-то свои последующие шаги. Вот такая вдумчивая работа над собой, может быть, мои дорогие. Может быть, это какие-то дела, которые из прошлого вы должны подытожить, завершить, чтобы в последующем ничто не тянуло назад. По сути дела, смотри вперед. Или задумай, то, что ты поставишь перед собой идею, у тебя все получится осуществить. Но, видимо, есть те вопросы, вам как знак судьбы говорит, что не торопись. Будет, видимо, какая-то тема в вашей жизни, которую вам действительно нужно детализировать. Вы не можете с места в карьер взять и буквально прыгнуть. Вам нужно будет, как и себя сохранять, но, может быть, еще и обустраивать какие-то вопросы по части денег, недвижимости или вашей семьи. Вот такие ключи судьбы. Но посмотрите, здесь все более чем позитивно. Поэтому, мои дорогие овны, не теряйте времени даром. Давайте узнаем, что же откроется, что прояснится для вас. Восьмерка пентаклей. Вопросы работы ваших достижений, денег. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Карта символизирует, когда мы поставили перед собой цель, и мы к ней идем. Мы коней на переправе не меняем. И по этой карте вы можете получить как и новую должность, или своеобразный прорыв в вашем бизнесе может наступить, или вас может заинтересовать какое-то новое направление, которое вы можете как и изучать, вот что откроется, что-то у вас прояснится по части денег, работы, бизнеса и ваших достижений. Вторая карта. Ну, наверное, будь готов к неожиданностям. Рыцарь жезлов. Вообще, это ваша энергия жезлы, это огонь. И тут правда, рыцарю жезлов, ему нравится этот драйв. Для него лучше драйв, чем стоячее болото. Очень символично вашему характеру, но будь готов к неожиданностям. Неожиданно может открыться как новый способ заработка или какая-то подработка, или откроется возможность сделать карьеру, или, может быть, как пассивный доход, работа на дому, для кого-то из вас будет очень актуально, или работа из любой точки мира, когда я буквально могу переезжать и работать. Для кого-то из вас проиграется необходимость сделать поездку, потому что рыцарь жезлов, он перемещается. Поэтому какой-то драйв действительно присутствует. Или карта будет говорить, что ты будешь что-то согласовывать, отправляясь в инстанции, и этих перемещений будет много. Здесь мы не совсем настаиваем на своем. Мы как раз готовы к тому, что что-то будет меняться, и нам придется, опять же, адаптироваться и не упустить время. Видимо, где-то будет и необходимая пауза, которую вы сделаете в течение марта, может быть, дожидаясь каких-то документов, или вам нужно что-то обдумать. Но будет и тот момент, когда вам действительно долго, где-то не раздумывая, нужно будет совершить либо какую-то поездку, или это будет
за счет, может быть, подготовки документов какой-то инстанции, может быть, и по части личной жизни. Но все же жезлы, дела, работа, бизнес и пентакли тоже перекликаются. Поэтому какая-то ситуация у вас прояснится либо по документам, либо по работе и ваши достижения. Ну, либо связанные с переездом, если вы планируете таковой. Исполнится ли задуманное, осуществится ли ваше желание? Два варианта. Открываем первый. Да или нет. Я не могу сказать, что это будет исполнение желаний. Здесь семерка мечей говорит наоборот, будь-ка ты осторожен, потому что тут часто ведь эту карту называют картой вора. Ну, хотя это нигде не прописано, но карта призывает нас к вниманию. Она больше говорит о том, что не доверяй. Вот тот вопрос, который вы загадали на первый вариант, мои дорогие. Берегите себя, будьте очень осторожны, подмечайте все то, что говорят люди, но и подмечайте ту обстановку, которая вокруг вас находится. Для вас будет какой-то такой фарватер, может быть, узкий, потому что пусть не в этой колоде, в другой, Таро иллюминатов, но есть такое значение — забрать свое. Может быть, вам и придется какое-то Соломоново решение принимать, чтобы забрать свое. С чем это связано? Исполнение этого желания. А вам нужно пройти словно очень... Вот по тонкой жердочке идет наша девушка. И, кстати, знание — сила. Вот нам буквально говорит. Она держится за эти лампочки. Это словно шары воздушные, которые придают ей равновесие. И она смотрит в книгу, она что-то изучает. Вы не можете какой-то вопрос, который вы загадали по первому варианту, сделать наобум. Возможность у вас будет. Кто-то ее увидит, кто-то не рассмотрит этот вариант вообще. Но вот первая тема, которую вы загадали, вам нужно пройти словно над обрывом. И нам говорят, не смотри назад. Ты смотри, буквально изучай что-то. Здесь есть эта возможность, но это действительно узкий фарватер. Вот это тоненькая жердочка на цыпочках между одним обрывом и вторым. У вас получится что-то. Я не говорю на 1000% для всех, но кто-то из вас этот самый фарватер увидит, дополнит знаниями или детализирует какой-то вопрос и сумеет словно перебраться на другой берег. Сложное какое-то дело или неоднозначное, которое требует как и знаний, может быть, знаний закона, чтобы поступить, ну, как-то правильно, требует от вас новых энергий, кстати. И паш мечей — это ведь всегда мы меняем новое направление, словно приобретаем, или мы меняем наши взгляды, мы становимся более объективными по этой карте, признаем, кстати, свои ошибки. Вот это тонкий нюанс, потому что нам нельзя ошибиться именно в этот раз. Поэтому детализировать какой-то вопрос, то, что вы загадали по первому варианту, и найти этот самый фарватер вы сможете. Второй вариант или второе ваше задуманное желание, но тут, наверное, словно высшие силы вам помогают. Тоже где-то я могу допустить, что, ну, как время ваше пришло. Нам говорят, не оглядывайся назад. Тут по этой карте избавление от боли, избавление от страданий, суд совсем не страшный, а это некоторый жизненный этап, когда мы действительно прошлое оставляем позади. Но вдумчивость определенная идет, и стечение обстоятельств, значит, вокруг вас может сложиться такая обстановка, которая вас вынуждает сделать выбор. Давайте мы сбросим, какие же энергии. Я не могу сказать, что это будет быстро по второму варианту. Что вам скажут карты? Если это связывалось, допустим, второй ваш загаданный вариант, когда вы ищете действительно выход, то вы его находите. Но если этот вопрос касается переезда, значит, смотри вперед, нам говорят. Поэтому что-то изучать, ну, как возможности или рассматривать разные варианты, из которых вы в последующем будете делать выбор. Это все добрая практика. У тебя получится. Если ты задумал менять свою личную жизнь или менять работу, например, то действительно вы повернулись уже к прошлому спиной. И все 3 карты, вот они нам говорят об одном, что какой-то жизненный этап закончился. И если ты на второй вариант, вы, мои дорогие овны, именно загадываете, ну, с каким-то элементом обновления, значит, вы найдете, ну, наверное, способ для того, чтобы осуществить это намерение. Но это потребует тоже определенной решимости
и просчета, мои дорогие. Но и высшие силы вам словно помогают. Неожиданности. У вас какая-то ситуация превращает в более чем реалиста, карта башня. И нам говорят, ни в коем случае не рискуй собой. И у вас на кону аркан императрица, первая карта. Поэтому риск должен быть всячески исключен. Холодная голова и просчет. Вот это ваши верные союзники, и тогда у вас все получится. Может быть, к примеру, вы намечали себе переезд или когда-то рассматривали вы его как вариант, а вот здесь у вас сложится какая-то, может, по крайней мере, теоретически обстановка, которая потребует от вас быстрее сориентироваться, быстрее, может быть, куда-то отправиться и узнать более достоверную информацию или буквально что-то просчитать, на что-то решиться и не упустить времени даром. Здесь может быть вообще как смена парадигмы вашей жизни, организации по-новому. Всегда ведь по аркану башня у нас идет, раньше, по крайней мере, в первых картах Таро изображалась как тюрьма старая. И это была как или период был ограничений, или место, где вы не могли, может быть, действовать. Почему часто по аркану башня идут непредвиденные события, которые нас вынуждают как раз действовать или ехать куда-то и не терять времени. Вот что-то подобное у кого-то либо по работе, либо действительно напрямую с перемещением будет связано. И это где-то одновременно карта трансформации, когда мы не должны терять времени даром. Так вот, на карте башня в колоде ангелов, хранителей, там буквально ангел берет человека за руку и выводит из той башни, которая через какой-то период времени будет разрушена. Поэтому, да, вам придется быстрые какие-то решения принимать. Но быстро это не импульс, мои дорогие. Это все равно какой-то просчет. И тогда примите во внимание, физиологически говорят, наш мозг принимает решение за 15 секунд, а думать мы можем долго. Ну, какой-то момент вам важно не упустить. Или, ну, где-то так вот не расстраиваться, если вы услышите какую-то новость. Или сложится какая-то обстановка, которая все же по аркану башни нас застает врасплох. Для вас быстро нужно будет определить, что же происходит вокруг, именно внешние какие-то события, переложить на ваши возможности. И тогда даже хоть камни с неба, они вам позволяют, может быть, как раз и осуществить какое-то намерение или цель, или стать на пару шагов ближе к вашей мечте. Тут каким-то альтернативным путем к вам эти самые возможности могут приходить. Поэтому, ну, будьте внимательны. Что же, давайте откроем сферы денег, работы и достижений. Правда, у кого-то будет пересмотр по работе. Кто-то из вас будет искать работу в другом месте, кто-то надумает переезд, сама карта об этом говорит. Если вы ничего подобного не планировали, тогда карта напрямую вам говорит, избавься от какой-то рутины. Ты сам, Овен, сейчас в центре своего внимания должен быть, или какие-то твои интересы. Придется вам оставить или кому-то поручить, делегировать мелкие вопросы, которые может решить кто-то другой. Не бери на себя какие-то лишние обязательства. И будь вообще внимателен, когда подписываешь документы, чтобы не было обременительных обязательств. Или, к примеру, если вам кто-то предлагает или дать деньги в долг, или, например, подписать или пойти кому-то поручителем, будьте внимательны, прозорливы, мои дорогие. Здесь словно все же путь какой-то в будущее. Все карты об этом говорят. И десятка жезлов не исключение, это тоже итоговая карта. Нам буквально девушка показана, которая котомочки свои, какие есть, сложила на этого вала, и она уже ушла из того места, где была прежде. И здесь эти по достижениям могут быть разные моменты. Кто-то будет перестраивать свой бизнес, личное дело, и какие-то новые уже у вас варианты, может быть, новые варианты сотрудничества, новые ключевые партнеры. У кого-то новая работа, а у кого-то переезд напрямую. Сфера любви и личной жизни. Ну, тут нечего добавить. Очень символично и перекликается с арканом императрица. Любовь, мои дорогие, эмпатия. Человек есть тот, который разделяет ваши планы, вашу мечту, может быть, тот, который любит, тот, который готов прийти на помощь. А для тех, кто один или одна, подумать о своем одиночестве, может быть, есть смысл завершить. Очень много карт, которые вам об этом говорят. Но в целом
Вы знаете, вас тут будет что-то очень радовать. Пусть даже есть какие-то детали, которые вам нужно изучать, самого себя адаптировать. Может быть, и есть какие-то события, которые, ну вот вы совершенно как не ждали, вы к ним не готовы, но в целом все равно вот этот узкий фарватер вы можете осуществить. И по тузу чаш карта счастья, карта радости. И пусть это выпало на любовь и личную жизнь. Но личная жизнь иногда это где-то и наше творчество, это наша личное дело, это наши задумки, это и наши достижения. И у кого-то там могут проиграться приятные новости. Словом, перекладывайте на себя, мои дорогие овны. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.